у нас сегодня были кто-то, да? Кошечка и Да, собачка. да. Нет, одна собака, кажется, и две кошки. Какой яркий? Извинял, бабая сделали. Я еще молодой. Да, чужие. Это просто по привычке. Это с уважением же. И вот нам принесли полинезийскую кошку, уличная, хорошенькая такая. Уже, считаете, ее стилизовали, уже можно пристраивать. Отлично. Очень хорошая такая, голубоглазая. Красотка. Сотка, да. Кто-то выкинул. Кто-то выкинул, Да, да. кто-то выкинул. И она говорит, что ее величество тут ее берет домой Ага. и прям возле дома выпускает. А как вы пристраиваете? Тихо. Расскажите, пожалуйста, как вы пристраиваете животных? Мы подписываем с ними обязательно договор. Кстати, вот он у меня сразу лежит здесь. О передаче животного, да? А к нему все так настороженно относятся, когда им показываю. Они говорят, это же прям как будто мы товар берем. И настороженно читают каждый пункт. А если я перееду? А если я, да, говорю, вы несете ответственность. Я говорю, это, считайте, это новый член семьи. И потом действительно через буквально 2-3 дня они мне уже говорят, господи, как мы без него жили. И, естественно, вот это, если они берут от нашей клиники этого питомца или пушистика, вот Улугбек Бахадырович, он поддерживает меня в этом начинании, он бесплатно, мы стерилизуем, мы бесплатно кастрируем и прививки. Улугбек Бахадырович разрешает им делать за счет клиники. Мне позвонил волонтер с общества защиты животных Мехар Окубат и попросил приехать в приют Мехар, чтобы осмотреть собачек. А собачки были в плохое состояние из-за того, что их забрали, можно сказать, с бойни, где их резали. То есть, резали, для употребления или чего-то. Пришли как раз, вот мы, когда приехали в приют Мехар, там, поступили 25 собак. Из них там были 2 мамочки с маленькими новорожденными щенками. И была одна собака с пробитой головой, ее побили, сильно избили, у нее аж гематомы, и из носу кровь текла. И одна собака в очень тяжелом состоянии поступила, маленькая. Пришлось, конечно, ее гуманно усыплять, но другого варианта у нас не было, потому что состояние очень плохое, она бы, лечение бы не получилось бы ее лечить. Ну а так все остальные 24 собаки были довольно, как сказать, довольно, они в плохом состоянии были, в удовлетворительном состоянии, то, что можно было их, хотя бы лечить, хотя бы восстановить. Почему? Потому что у Мехра в приюте, у них есть определенные правила, что все собаки, которые поступают к ним, обязаны пройти ветконтроль и осмотр, поэтому пришлось нам выехать с директором Мехра, с Леной. Мы поехали в тот день как раз по срочному вызову от волонтеров Общества защиты животных. Самым сложным было выбор стоять. Или усыплять, или оставлять, чтобы жила. Вот одна собачка, потому что в очень тяжелом состоянии. Конечно, мы боремся за всех, за каждую жизнь, но до тот момент она в очень плохом состоянии была, потому что она бы не дожила бы, даже час не прожила бы на тот момент. Наверное, волонтеры с общества защиты прям вырвали из-под ножа, наверное, эту собаку. Мы, когда выезжали на этот выезд, честно сказать, мы не ожидали то, что там настолько будет все плохо и ужасно, то, что мы попадем в такой ад. До последнего момента, до того пока мы не зашли в амбар, меня не покидала мысль, то, что все будет хорошо, то есть там какой-то, мы часто выезжаем на такие вызовы, там, где не очень хорошо относятся к животным, но им, в принципе, ничего плохого не делают. Но просто люди в сферу своего какое-то образования, развития, то есть не все понимают, как нужно хорошо. И мы проводим профилактическую беседу, уезжаем. И мы думали, честно, что здесь также. Сейчас мы зайдем, там просто закрытые 2-3 собаки сидят в амбаре. Да, но когда мы приехали, мы ожидали на улице около 2 часов. И слышали душераздирающие крики собак. Если честно, охранник, который там был, он сперва вышел, он сказал, зовите кого угодно, ничего вы здесь не сделаете. Даже президента говорит, зовите. Да, именно так. И ушел. После того, как приехали сотрудники МВД, он исчез, и больше нам на связь больше никто там не выходил. После того, как сотрудник МВД вышел к нам, приехал, мы вошли на территорию, дождались в конечном итоге владельца, зашли в амбар, и мы были ошарашены, мы были ошеломлены
это нереальной жестокостью. Там было просто литры крови, там десятки литров Да, крови. она просто стекала, она там была, Бедные- это было везде, да, вот, и... Бедные животные, вот в помещении, где, видимо, это уже и происходило, они не просто забились по углам, мне кажется, что им было настолько вот страшно, что они забились, даже вот до боли забились, потому что, если честно, со стороны не было понятно, живы ли они Да. вообще. То есть те животные, которые забились по углам, честно говоря, мне казалось, что они мертвые. Сам владелец изначально сказал, что он просто забивает свиней, а собак он спасает таким образом. Просто спасает собак, ему кто-то приводит, он их спасает, он их кормит, выхаживает и ждет, пока за ними кто-то приедет. Но на самом деле, когда мы уже начали копаться в том, что там происходит, Нет, на самом деле там даже копаться не было, Да. там просто именно так. они в этом месте, как бы у них как было как место, где они расправлялись с ними, и то есть Да. просто через дверь, вот дверь, а в этой двери уже были остальные живые собаки. И там же, в этом же месте, просто там было окошко, и они туда перекидывали шкуры. Получается, как бы вот они здесь порезали, туда кинули шкуру, мясо, то есть там стояли сосуды, и как бы, ну, возможно, чисто логически, если размышлять, или, возможно, в этих сосудах было и мясо. И там же лежали рядом шкуры в песке, как бы, какие-то в песке, которые свежие, они лежали, вот. И то есть вы понимаете, то, что где лежали шкуры, там были живые собаки. То есть и мы открываем дверь, и лежит собака, которая испражнившаяся, вот, и у нее, как сказать, у нее с челюсти течет кровь, вот она просто лежит и такая, то есть они ее ударили, оглушили и не успели, вот, а дальше просто мы туда пошли, а дальше там в рассыпную вот 35 вот этих собак, они просто друг на друга забившиеся, вот такие, то есть большие собаки. Там, ну, как бы все были вообще средние, но большие тоже были. Они просто друг на друга вот так забились. Да, они искали защиту, и когда просто они увидели, ну, видимо, другой человек, и другой запах. То есть, мне кажется, от таких людей просто идет, ну, как бы запах смерти. Вот, ну, собаки это чувствуют, вот. А здесь они просто увидели, они стали лизать руки, прыгать. Мне кажется, просто если бы это были люди, наверное, люди бы сидели и просили помощи Бога, чтобы их спасли. Мне кажется, у собак были такие же мысли. И что нужно заметить, нам владелец сказал, что он спасает их, но даже тот факт, что в помещении, где находились 35 собак, там не было даже миски с водой, там не было ничего для пропитания этим собакам. Они просто ждали своего часа, своей бойни, вот и все. Изначально тот человек, который резал собак, то есть его работник владельца этого места, он вышел из амбара, он был в таких, знаете, трениках, в большой майке и в сапогах. И это все было в крови. У него Да. была майка в крови, у него были штаны в крови. Фартук, по-моему, фартук это был или что? Возможно, да, у него был фартук. Фартук в крови. То есть вот они при нас, просто мы слышали крики, мы такой просто, знаете, такой стон, и все. Звуки. Да, стон, и как бы и все. То есть при нас вполне возможно они зарезали 3 или 2 собак. Запах стоял жуткий не просто в самом помещении, где это происходило, но и за окраиной самого дома. То есть на улице мы чувствовали этот смердячий запах, который увеличивался в концентрации, чем ближе мы становились к этому амбару. И соседи, которые написали заявление, и у них дома точно так же было бухало. Они говорят то, что днем, возможно, говорит, днем приезжала, то есть машина, грузовик, говорит, вечером приезжали, утром рано, говорит, всегда в разное время, но приезжали машины с собаками. То есть вот этих собак, которых мы спасли и которых они зарезали, возможно, их привезли ночью. Их ночью привезли, а с утра они начали работать, их резать. Вот, и получается, вот так каждые сутки, каждый день. Если брать в учет не только нашу работу волонтерами, а всю практику Зоозащиты, да. это первый случай, когда удалось поймать за руку таких людей. К примеру, есть такое кафе,
У них спокойно в меню. Я даже вам могу сейчас фотографию показать. Спокойно в меню написано кядя из мяса собаки. Вот смотрите, кядя. Вот смотрите, кядя. Суп насыщенный наваристый бульон с мясом собаки. Потом они наоборот. Это барон. Это Зита. Вот сзади идет Зара. Вон тут собака у нас самый популярный по всему каналам показывает, который 7-11 день после землетрясения вытащил живых людей. А вы тоже были в Турции? Ой, какие молодцы. Вы тоже были в Турции? Мы за вас болели. Все были. Вот эти 3 собаки, еще один есть кобель, который, ну, я его дрессировал сам, его имя, кличка Стин. Вот 4 собаки мы поехали. Вот после землетрясения в Турции был сбор в центре по указу нашего уважаемого президента. Была команда собрать профессиональных, наших самых профессиональных спасателей, кинологов также и техники с боевыми снаряжениями, которые пользуются в поисково-спасательных работах. Мы уже, когда готовились на борт, когда уже собирались на борт, был второй толчок в Турции, и мы уже чувствовали, что нас там ожидает и какова большая потеря. И настолько будет серьезная такая работа нас ожидает. Мы когда уже приземлились на турецкую землю, Хатайская область, город Антакия, мы уже сразу пошли уже на поисково-спасательные работы. Тогда уже планировано было работа так, что 4 группы по 25 спасателей и по одному служебному собаку. И один спецмашина. И таким образом мы старались больше охватить разрушенные здания и таким образом старались побольше вытащить живых людей. Потому что под завалами каждая минута человеческие очень проходит опасности, поэтому наша задача была быстрее вытащить под завалами пострадавших людей живым выйти. А в этом очень большой помогло наши служебные собаки, которые дрессировано было направление поисково-спасательное направление и поиск трупов. У нас все собаки обучены, одна собака на двух направлениях. Это и ПТП, и ПСС. Значит, поисково-спасательное направление и поиск трупов. Например, поисково-спасательное направление, он дает обозначение. А если труп, он тогда просто молчит и смотрит на одну точку. Ну, как-то так. А если живой человек, он лает, да? Если служебная собака нашел точку выхода запах, называется конус запаха, если найдет, обозначение дает, он молчаливо, пассивно. Это смотрит на эту точку. А если она находит пострадавшего, живого человека, она очень активно лает, обозначение дает. И вот, например, Зара копает в этом точке. Это Зара, это первая собака, вот эта вот. Эта собака даже копает, чтобы старается, чтобы быстрее вытащить пострадавшего под завалами. Вот. У каждой собаки есть свое индивидуальное обозначение, у каждого свой голос, свое поведение. Вот. Есть собаки, которые очень активно и энергетически вот так вот стараются, как-то показывают. А есть собаки, которые просто виляют хвостом. Как это обучается, и кинолог, который долгое время занимается, они уже знают, какое обозначение дает его собака в каком ситуации. Таким образом, даже если собака не будет никакое обозначение давать, просто кинолог будет знать, что он хочет сказать. Потому что, почему я так хочу сказать, когда очень много времени работают собаки, у них
голосовые связки иногда бывают от пыли, от сущности. Бывает охрипнет, например, да, и он под завалами, может быть, не слышно будет. Поэтому у кинологов всегда есть запасные обозначения у собаки, которые они просто понимают друг друга. И поэтому это очень долгий путь поисково-спасательное направление поиска обучения собак. В течение 18 дней мы вытащили под завалами 18 живых и 192, почти 200 человек умерших. Знаете, собака не зря первый друг, который первое животное, которое привык к человеку, да, вот, например. Из истории даже видно, что собака всегда был рядом с человеком и всегда старался. Даже если принести пример, например, этого Симбернара, да, вот, который даже маленькие дети знают о том, что была порода Симбернар по имени Барри, который спасал людей в горах под снегом, который во время лавинов, например, он спасал и таким образом свою жизнь давал спасению людей. И такие примеры очень много можно привести. Есть у нас организация такое, общество защиты животных, это потому что эта организация делает такие хорошие подвиги в спасении собак, в спасении других животных. Я тоже считаю себя волонтером, потому что мы очень тесно работаем с этой организацией. Вот сейчас планируем, я дал предложение их начальствам, это организация Мехр Окубат. Я предлагаю им тех людей, которые приобрели бездомных собак, молодых, которые подходят по нашим требованиям, по нашим тестированиям, после того, как они социализируются, и если у них будет, у новых хозяев будет желание, мы с удовольствием можем обучать их по направлению ПСС. Если, не дай бог, произойдет где-нибудь там какой-то ЧС, стихийное бедствие, да, например, в других странах, они могут спокойно пойти и постараться спасти людей со своим любимым животным, собакой. У нас есть общий меморандум с организацией Мехр Окубат. Мы сейчас, благодаря этому меморандуму, будем взаимоотношения организовать вот это вот мероприятие, и таким образом мы можем обучать в год хотя бы, если 10 хороших служебных собак, владельцев, да, например, вместе с владельцами, это будет очень большая дополнительная сила для кинологической службы МЧС, а также для других стран. Во время стихийных бедствий каждая минута на чеку, поэтому это будет, по-моему, только пойдет на пользу. А вот можно вас попросить дать комментарий по поводу недавнего случая с бойней собак в Ташкентской области? Вот каково ваше мнение? Знаете, просто нет слов, потому что нет слов, просто такой вопрос даже отвечать любому кинологу будет трудно, так как даже это представлять трудно, потому что, смотря, недавно вот видели в Турции, какой подвиг делали наши служебные собаки, и приезжая в Ташкент и услышишь такую новость, которую очень страшно даже вот так вот представлять. Поэтому это некрасиво и не по-человечески, потому что у каждого животного есть шанс жить в хороших условиях. И я бы предлагал всем людям, которые хотят приобрести для себя домой собак или других животных, я всегда у них спрашиваю, для чего это вам нужен. Каждый человек, когда приобретает себе четвероногого друга, вот, не имеет значения, какого там породы или какое животное, они бы еще раз подумали бы, зачем это им нужны, потому что сегодня как игрушка они поиграют, потом, когда они уже вырастают, они уже габаритами или же свои характеры, как ребенок, да, у них тоже. И эти животные оказываются в основном на улице. И благодаря организации Мехр Окубат, такой организации у нас больше и больше становится в нашем республике. Спасибо им огромное за их труд. И эти организации эти собаки находят для себя
дом уютный и чувствует себя как у себя дома. Прежде чем подарить детям или для себя приобрести собаку, подумают, пусть для чего это нужно, этот животное. И если, например, приобретают себе собаку, пусть они хорошенько узнают этот характер, если это бездомные собаки. Или же, если породная собака, пусть прочитает эту породу, какова у них плюсы, какова у них минусы. Вот это вот нюансы всегда приводят к тому, что эта собака потом окажется на улице. Какие рекомендации? Что? Любите животных, что я могу сказать. Относитесь к ним подобрее. Ответственнее. Ответственнее, да, вот так.